Задача. Даны точки А, Б, С. Требуется построить пирамиду S, А, Б, С, вершина которой равна удалена от точек А, Б и С. Высота пирамиды 20 мм. Ну, во-первых, если строить пирамиду с вершиной равной удаленной от точек, то это будет середина вписанной окружности, которая находится на пересечении серединных перпендикуляров. То есть нам надо иметь натуральную величину вот этого треугольника, а не проекцию. И на этой натуральной величине построить серединные перпендикуляры. Для того, чтобы построить натуральную величину, мы воспользуемся методом замены плоскостей проекций. Проведем горизонтальную линию до пересечения с BC. Провели. Значит, в какой-то точке эта горизонтальная линия будет пересекать BC. Проведем линию связи вниз до пересечения с BC. И в этом месте отметим точку. И проведем через А, полученную точку, проведем линию. Вот так. Эта линия наша получилась, это есть фронталь. Горизонталь. Получилась горизонталь. Заменим плоскость P2 на новую плоскость, которую назовем P4. Значит, проведем новую плоскость так, чтобы она была перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали. То есть вот я ее так провожу. Перпендикуляр. Ну и сделаю таким вот образом. Скопирую и сюда поставлю. Ну, видимо, здесь достаточно. У нас что получилось? Вот давайте с вами отметим. Проекция P1, ну здесь обозначим, осталась. Дальше новая плоскость проекции получилась, это у меня будет P4. P4. И где будут находиться проекции точек А, Б, С? Они будут находиться на линии связи, которые будут перпендикулярны новой оси, новой линии пересечения. Ну, то есть, поэтому мы отсюда из точки проведем перпендикуляр. И вот сюда проведем перпендикуляр. Здесь у нас есть из точки С тоже проведем перпендикуляр к оси. Вот, значит, наши проекции, то есть А4, Б4, С4 будут лежать вот на этих перпендикулярах. И единственное, что, какое расстояние мы здесь должны отложить? А расстояние то, которое мы здесь убрали с плоскости. То есть для точки А это расстояние вот это. Для точки Б это расстояние будет у нас вот это. И для точки С это будет расстояние вот это. Поэтому построим дальше. И мы продолжение здесь строим 7 миллиметров. Есть. Дальше. Там, где точка А 20 миллиметров должны построить. Ну, продолжение тоже 20 миллиметров. Там, где точка Б 60 миллиметров. Затем соединяем полученные точки. И это будет у нас не что иное, как, смотрите, что это получается. Вот это у нас получается точка С, но это будет точка какая уже? С4, соответственно. Скопируем точку А, перенесем сюда и исправим. Это будет А4. Дальше Б
скопируем, перенесем сюда. И это будет у нас, соответственно, B4. Здесь наша плоскость отобразилась в виде прямой. Теперь мы еще раз изменим плоскость проекции, заменим плоскость проекции. То есть P4 мы оставим, а вот плоскость проекции, соответственно, та, которая у нас была P1, то ее уберем. И проведем новую линию пересечения, новую плоскость так, чтобы она была параллельна вот этой линии, да, то есть параллельно плоскости. Ну, смысл это какой? Почему именно так? Для того, чтобы на этой плоскости уже отображалась в натуральную величину плоскость ABC. Ну и дальше проведем, соответственно, перпендикуляры. Вот. Ну, они будут все одинаковые. Вот здесь перпендикуляр и здесь перпендикуляр. И какое расстояние мы должны здесь отложить? А вот это расстояние то, что было на плоскости P1. Ведь мы ее убрали, эту плоскость. Поэтому эти расстояния мы сейчас отметим. B это будет расстояние вот это. Ну и А, соответственно, расстояние вот это. И теперь проведем такие перпендикуляры. Вот здесь продолжение С 12 миллиметров. Дальше А. Продолжение должно быть 97 миллиметров. Б. Продолжение 31 миллиметр. Так. Проверим, правильно я здесь отложил или нет. Да, 97. Теперь соединяем то, что у нас получилось. И у нас получился треугольник ABC. И не просто треугольник, а его натуральная величина. Вот эта натуральная величина треугольника. Теперь нам надо построить перпендикуляры. Значит, построим мы их таким образом. Достаточно построить два. Вот перпендикуляр построим сюда. И перенесем его в точку средины. Вот, где треугольничек. Теперь построим второй перпендикуляр. Вот сюда. И перенесем его в точку средины. Вот она. И вот мы получили точку. Точка это и будет в этой точке наша вершина. Наша вершина. S. Да, вершина S. Ну, теперь эту вот обозначим точку. Значит, она у нас будет называться S. S, и проекция это будет 5. Ну, можем сразу обозначить, наверное, здесь, чтобы мы понимали, да, что у нас получилось. Вот здесь это будет... Так, еще раз. Вот здесь это будет... Ну, не хочет. Так, это будет у нас С, проекция 5. Здесь А, проекция 5. И здесь это будет у нас Б, проекция 5. И, соответственно, давайте тоже плоскости обозначим. Вот это у нас P4, как было, так и останется. А вот здесь появится новая плоскость проекции. Она у нас будет 5. Теперь нам надо вернуться назад.
То есть вот эту точку нам надо что? Перенести вот сюда и сюда поставить, чтобы мы могли построить построить пирамиду. Значит, давайте вспомним, как мы строили, например, А5, С5, Б5. Мы проводили перпендикуляр. То есть мы сначала должны построить С4. Она будет лежать на линии связи, которая будет перпендикулярна вот этой линии, да? Поэтому мы сюда проведем перпендикуляр. Провели перпендикуляр. И вот это расстояние, это, вот смотрите, у нас тут плоскость P4, P5. Здесь P1 и P4. Вот это расстояние, это и будет то расстояние, 50 миллиметров, которое мы должны будем отложить его, да, отложить. Ну, отложить его, то здесь мы откладывали, то есть это расстояние вот здесь, да, должны отложить его будем. Значит, сначала давайте построим эту проекцию где? Здесь, вот сюда построим, на линию связи, а потом будем откладывать. Значит, проведем вот так, дальше продлим. И нам известно, что высота должна быть 20 миллиметров. А давайте эту высоту и построим. Вот она должна быть здесь, да, перпендикуляр должен быть равным 20 миллиметров. Откладываем 20. Так, что-то не так немножко. Продлим его просто. Надо здесь точно отложить, чтобы он был точно продолжением. Вот так, 20 миллиметров. Отложили. И вот эта точка у нас именно 20. Мы тут отложили. Вот это расстояние должно быть 20 миллиметров. Здесь находится у нас S4. Вот она. Здесь S4. Теперь надо построить ее проекцию на плоскости P1. У нас есть в P4 есть, а в P1 нету, да, нету. Значит, ее проводим здесь перпендикуляр. Вот сюда перпендикуляр. И далее здесь откладываем расстояние до оси. Это расстояние до оси, это вот оно, да, здесь, которое было 50 миллиметров. И теперь отсюда откладываем продолжение. Должно быть у нас вот так вот показывать продолжение 50 миллиметров. Есть. Вот здесь находится точка. Будет она S1. Вот она S. И исправим на 1. Так, теперь, где будет наша проекция S2? Значит, проведем ее сюда, перпендикулярно. И какое вот тут мы расстояние должны отложить? Ну, мы должны отложить это расстояние где? Вот это расстояние. Вот оно. 14 миллиметров. Ну и откладываем, соответственно, вот сюда вверх 14 миллиметров. И видите, как оно получилось у нас? Ну, почти оказалось на нашей здесь стороне. Да? Ну, может быть, так тоже, да. Может, не совсем это красиво, да, выглядит, да, но, тем не менее, это факт, да. 2. Так, теперь нам осталось определить и построить, значит, у нас прямые, которые соединяют А с С. И посмотреть, что мы будем видеть, что мы будем не видеть. Да? Соответственно, ну, соединять будет у нас что?
Единственное, нам надо разобраться, да, где эта точка будет у нас. Выше, ниже и как она будет вообще выглядеть. После того, когда мы нашли положение проекции точки S, S1 и S2, осталось разобраться в видимости. Ну, если мы посмотрим вот здесь на эту проекцию, то очевидно, что вот это и это ребро, они будут у нас пунктирными. И если мы посмотрим сюда, то тоже, соответственно, это ребро будет у нас пунктирное. Все, теперь задача решена.